Отряд аистообразных насчитывает более 600 видов, и большинство из них славятся мастерством подводной охоты. Но в засушливых землях Африки одной рыбалкой сыт не будешь, поэтому герои сегодняшнего выпуска освоили воровство, разбойное нападение и запугивание конкурентов. У них нестандартная внешность, впечатляющие размеры и поистине безграничный аппетит. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и сегодня мы познакомимся с африканским марабу. Переходим к делу. Африканский марабу – крупнейший представитель отряда аистообразных. Его высота может превышать 1,5 метра, размах крыльев приближается к 3 метрам, а масса порой достигает 9 килограмм. Ареал обитания птицы охватывает значительную часть африканского континента к югу от Сахары. Являясь тяжеловесом, марабу большую часть времени проводит на земле, но в поисках пищи может подолгу парить в восходящих потоках воздуха. Сезон дождей знаменует начало большой рыбалки. Птицы разных видов слетаются на мелководье и пытают счастье в поисках мелких и не очень рыбешек. Африканский клювач отлично приспособлен к такому промыслу. Он терпелив и внимателен, но в арсенале марабу совсем другие методы. Они предпочитают отбирать чужое силой. Пользуясь устрашающими размерами, аисты налетают на удачливых охотников. В панике клювачи теряют драгоценную рыбу, которая мигом переходит в клюв хулигана. Хотя, как и другие родственники, марабу хорошо приспособлен к рыбной ловле, чему способствуют невероятно длинные ноги и вытянутый клюв. Однако, наиболее желанной добычей становится падаль. Марабу совершенно неразборчивы в еде. Длина огромного клюва превышает 30 сантиметров, что позволяет не задумываться о размерах добычи, а желудочный сок растворяет даже крупные кости. За длинное черное оперение и любовь к падали птица получила не самое милое прозвище – гробовщик. Также внимание голодного аиста могут привлечь ящерицы, змеи и даже детеныши крокодилов. Самые невезучие без раздумий заглатываются целиком. Марабу – известные хулиганы в мире пернатых. Они часто разоряют чужие гнезда и поедают птиц. Поэтому выпавший птенец клювача может стать настоящим подарком. Но несмотря на неопытность, он не готов сдаваться. Внезапно планы гиганта нарушает орлан-крикун. Это извечные соперники, особенно когда дело касается легкой наживы. И пока они выясняют отношения, у птенца появляется шанс скрыться. Даже такие искусные хищники, как мангусты, могут привлечь внимание марабу. Они успешно справляются с ядовитыми змеями, но совершенно не приспособлены к борьбе с пернатыми разбойниками. Пока голодные охотники заняты поиском пищи, банда марабу готовится к атаке на подрастающее поколение. Несмотря на панику, уступающие в размерах зверьки готовы дать отпор. В итоге слаженная оборона вынуждает гигантских аистов отступить. На этом противостояние не заканчивается. Марабу выслеживают убежище мангустов и вновь пытаются поживиться детенышами, с каждой секундой становясь все настойчивее. Животные вынуждены в спешке покинуть укрытие. Однако вскоре их спокойствие вновь будет нарушено. Третья атака становится решающей, и в подходящий момент аистам все же удается похитить отбившегося малыша. Наступление сухого сезона становится суровым испытанием для всех местных обитателей.
Большинство болотных птиц вынуждены мигрировать в более влажную местность. Но для марабу это лучшее время для промысла. Пересохшие реки загоняют рыбу в ловушку, и птицам остается лишь собирать урожай. Купаясь в грязи, огромный буйвол обнажает убежище самов, чем вновь пользуется хитрый аист. Дожидаясь окончания водных процедур, птица без труда набивает желудок свежей рыбой. Но главное, саванны предлагают и куда более крупную добычу. Конечно, птице не по силам разделаться с копытными, и она предоставляет это право высшим хищникам, которые, насытившись, часто оставляют богатые трофеи. За тушу разворачивается ожесточенная борьба, но марабу по силам отнять пищу даже у таких искусных падальщиков, как грифы и стервятники. Однако на каждого воришку находится более продвинутый мастер. При своих размерах даже молодые орланы-крикуны не боятся нападать на гигантов. Ведь это хищники, и у них есть свои преимущества. Вооруженные острыми когтями, атакующие быстро находят слабое место. Марабу не хотят делиться с наглыми орланами, но у них не хватает скорости и ловкости, чтобы дать отпор. Необычная внешность птицы также является своеобразной адаптацией. Голая голова актуальна для падальщика, ведь ее проще содержать в чистоте. Точное назначение горлового мешка неизвестно. Возможно, он используется в качестве опоры для массивного клюва, а также для извлечения звуков. Самцы марабу обладают еще более странной внешностью. На их плечах красуется яркий воздушный мешок. Но это всего лишь признак здорового и взрослого аиста, который готов к продолжению рода. Деревья и прибрежные кустарники становятся домом для множества видов птиц, и марабу в их числе. Засушливый сезон – лучшее время для выведения потомства. 2-3 птенца быстро подрастают и с каждым днем становятся все смелее и наглее. У взрослой птицы мало естественных врагов, и при благоприятных условиях она может прожить до 25 лет в природе и до 40 в неволе. Удивительная приспособленность и долгий срок жизни помогли африканским марабу занять прочное место среди множества опасных хищников, и сегодня благополучие этих необычных птиц не вызывает опасений. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!